Особый режим в Украине, первый уровень опасности, поражение уязвимого места, атака России по советской системе. Ответ Киева Путину, заявление о сдаче в плен, признана болезненная потеря, удар по военному заводу Украины, уничтожение дальнобойного оружия. Зеленский называет Путина рабом войны, срочное обращение к США. Резкий сигнал Путина Трампу, Кремль протягивает руку союзнику, заявление из Москвы. Украинскость как русский фольклор. Польша заявила, как Путин готов терпеть украинцев по соседству. Выстрел в воздух. В Украине призывают вооружить военкомов. Как уклонистов надо сбивать с ног и чем пугать женщин, которые защищают мужчин от мобилизации. Конец белых воротничков. 1,5 года до массового увольнения. Кто лишится работы уже к 2028-му? Техногиганты дают ответ. Об этом не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас, если не сложно, лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Масштабное расследование начато. Полиция публикует кадры с нагрудных камер и заявляет, мобилизация ни при чем. В Украине анализируют каждую секунду видео задержания мужчины в Киеве, в результате которого он умер просто в руках полиции. Официально заявляется, что это нарушитель из компании, которая распивала алкоголь на детской площадке во время комендантского часа. Украинские паблики при этом пишут, что все произошло во время задержания военкомами и полицией. Правоохранители эту версию опровергают. В сети расходится 10-минутное видео того, что делали полицейские, как скручивали мужчину и как он буквально посинел за несколько минут, и спасти его уже не удалось. Друзья мужчины, которые все снимали, говорят об убийстве. Полиция заявляет, у мужчины слабое сердце, а вся помощь была оказана своевременно. Наручники были сняты, как только задержанный потерял сознание. Делом теперь занимается Государственное бюро расследований. Статья «Превышение власти сотрудникам полиции». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер вследствие заболевания сердца. Подставить подножку уклонисту и поблагодарить ТЦК за работу. Известная украинская волонтер Евгения Минаева заявила о необходимости вооружить военкомов для того, чтобы те могли стрелять в воздух, если мужчина, которого остановили представители ТЦК для проверки документов, решил убежать. Кроме того, выстрелами можно напугать и женщин, которые пытаются помочь украинским мужчинам отбиться от военкомов. Таких волонтер называет курицами. Об этом Минаева написала на своей странице в Фейсбуке и, как пишут комментаторы, открыла ворота в ад. Волонтер также пишет рецепт того, что делать украинцам, которые стали свидетелями того, как от военкомов во время мобилизационных рейдов убегает мужчина. Минаева советует подставить убегающему подножку и вспомнить, что убегает от ТЦК только тот, кто скрывался от мобилизации и не имеет обновленных военных данных. Он убегает, потому что знает, что его будут защищать те, кто уже на фронте. А он – Буба, которая поддерживает российские нарративы о мобилизации. Второе – подножка. Третье – поблагодарить ТЦК за работу. Четвертое – отправить донат парням и девушкам, которые воюют. В Верховной Раде при этом накануне заявили, что видео с конфликтами между гражданскими и ТЦК – это во многом работа России и искусственного интеллекта. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Венеславский уверяет, что в ВСУ ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек. И если сопоставить это число с громкими скандалами, которые крутятся в медиа, то речь идет максимум о нескольких сотнях случаев в месяц. Это максимальное количество случаев, которые могут иметь такую негативную общественную оценку и реакцию. И опять же, я с трибуны парламента заявлял, что эти случаи – результат работы искусственного интеллекта. Конечно, далеко не все, но у нас в комитете есть информация о том, что россияне активно используют искусственный интеллект для того, чтобы создавать вот эти квазисюжеты конфликтных ситуаций. Германия плохо подготовлена к военному сценарию. Система здравоохранения не сможет справиться с вызовами войны, если ее не реформировать. Об этом заявила глава Минздрава Германии Нина Варкен. Министра отметила, в случае боевых действий главная задача – обеспечить население медицинской помощью и одновременно лечить раненых из Бундесвера и стран НАТО. Для этого нужны четкие обязанности, рабочие коммуникационные каналы, достаточные мощности, персонал и при необходимости запасы медикаментов и оборудования. Пока что с этим проблемы. В частности, Берлин зависит от китайских поставок лекарств и материалов, особенно антибиотиков. До сих пор нет объединенного учета, сколько работников системы здравоохранения имеют знания для военных ситуаций. Планирование больниц – дело земель. Это не централизовано. Сейчас нужно определить, где есть мощности, кто имеет опыт по военным ранениям, как привлечь добровольцев. Это новая задача.
Громкий скандал на первых полосах газет. В центре внимания Мюнхенская конференция безопасности. Орбан и Зеленский. Второй заявил, что Орбан думает о своем животе, а не о венгерской обороне. Украина защищает Европу, и ей в этом помогают Польша, страны Балтии, сказал Зеленский, и уточнил, что Венгрия, несмотря на общую границу с Украиной, продолжает игнорировать угрозу. Орбан же, по словам Зеленского, занят увеличением собственного живота. И даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не о том, как наращивать его армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта. Но никто из наших людей не выбирал быть такими героями. Украина не выбирала эту войну. В ответ венгерский премьер поблагодарил Зеленского, далее цитата, за еще одну предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский Союз. Теперь, написал Орбан в соцсети X, венгры смогут четче увидеть ситуацию. Однако есть кое-что, что вы неправильно понимаете. Этот спор не обо мне и не о вас. Он о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза. За Орбана вступился глава МИД Венгрии Сиярто. Украина защищает себя, а не нас. Россия напала на них, а не нас. Это не наша война, написал министр. Путин эволюционирует вместе с войной, и чем дольше длится война, тем опаснее становится и оружие, и сам Путин. Об этом заявил также Зеленский в своей речи в Мюнхене. Путина, к слову, он упомянул минимум 16 раз. Говорил, что Путин живет войной и властью, а не обычной жизнью, что не способен отпустить ни Украину, ни другие европейские нации, потому что не может отказаться от самой идеи войны. Кроме того, Зеленский считает, что Путин советуется с императрицей Екатериной или Петром о территориальных достижениях. Он может видеть себя царем, но в реальности он раб войны. Если он будет жить еще 10 лет, а мы можем понять, что это вполне реально, война может вернуться или расшириться. И именно поэтому мы говорим, что должны быть реальные гарантии безопасности для Украины и для Европы, сильные гарантии безопасности. Зеленский вновь срочно обращается к США, нужны гарантии. Америка предложила 15 лет этих гарантий, но Украина хочет больше, говорит Зеленский. Он ответил Путину, Киев не будет выводить ВСУ из Донбасса и далее цитата «менять кусок на кусок». Зеленский также заявил о сдаче военных в плен. У Украины сейчас 4000 российских военных, у России 7000 украинских военнопленных. Кроме того, Зеленский признал большую потерю. У Украины не так много ракет «Фламинго», и их Киев запускает по Капустиному Яру, где расположен Орешник. Однако Россия совершила точное попадание и ударила по заводу «Фламинго», и производство было уничтожено. У нас были определенные технические особенности, потому что одна крупная производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара. Но сейчас я уже могу об этом говорить. Они уже были релоцированы и восстановили производство. Теперь я могу об этом сказать. Так Россия работает. Мы все так работаем. И мы также работаем по территории России. Конечно, мы стремимся найти местоположение их производственных линий. Россия заслуживает дальнобойного удара по своей территории. На Западе призвали вооружить Киев тем, что может помочь ВСУ. Этот вопрос также был поднят на Мюнхенской конференции. До сих пор существуют красные линии, когда речь идет о видах вооружений, которые можно использовать для победы в этой войне. Но нельзя выиграть войну с одной связанной за спиной рукой. Нам нужно дать украинцам оружие, чтобы они могли наносить удары по территории России. Мы обсуждаем это уже несколько лет и все еще продолжаем обсуждать. А президент Финляндии Стуб, который уже заявлял, что Путин понес стратегическое поражение, озвучил свой рецепт дальнейшего давления на Россию. В этом списке также о дальнобойном ударе, в частности, томагавками. И тогда возникает вопрос. Что нам делать? Во-первых, усилить экономическое давление. Санкции, морские услуги, теневой флот. Наносить максимально возможный удар. Во-вторых, продолжать обеспечивать Украину всеми необходимыми средствами, включая томагавки. Тогда мы доведем это дело до конца, и Украина выиграет эту войну. Путин говорит о мире на условиях капитуляции. «Сдаетесь, и будет тишина». Это заявление сделал глава МИД Польши Сикорский. По его логике, Москва может терпеть украинскость как фольклор и провинциальную экзотику. Именно поэтому, считает Сикорский, и идет война. Это попытка сломать самостоятельную идентичность. Главный вопрос, кто сломается первым, задается таким вопросом польский министр. Путин говорит, что хочет мира. И в каком-то смысле любой диктатор и любой завоеватель хочет мира. Если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Но вопрос, на каких условиях? Россия может терпеть украинскость, как некую провинциальную разновидность, как русский фольклор. Но Россия, или, по крайней мере, Путин, не может терпеть Украину как нацию с собственной идентичностью, историей и интересами, включая интересы безопасности и с собственным желанием интегрироваться в другие организации, а не в российские.
Украина на фоне масштабных ударов России объявляет первый уровень опасности – желтый. Страну вновь накрывает мощный фронт. По центральной части страны, востоку и западу вновь ударят морозы, местами до минус 18. И все это в период, когда в стране разбиты большая часть энергообъектов. Киев накануне заявил, в Украине нет ни одной электростанции, по которой бы не ударили россияне. Западная пресса при этом пишет, советская система централизованного отопления превратилась в уязвимое место Украины. The Guardian также уточняет, что по данным Киева поражены все такие станции, а в столице несколько тысяч домов остались без отопления. Киев регулярно живет с электричеством лишь по 3-4 часа в сутки, а температура в городе опускалась до минус 20 и не поднималась выше нуля. В этом году основной целью подобных атак стал Киев. Подвергались интенсивным бомбардировкам теплоэлектростанции и подстанции, перекачивающие горячую воду. Жители столицы проживают в многоквартирных домах советской эпохи 20 века, массово построенных из бетонных панелей и называемых панельки. Населенные пункты по всему бывшему СССР усеяны такими многоэтажными жилыми зданиями, которые возводились в условиях послевоенного жилищного дефицита в 1950-х, 1960-х годах. Ответ Путина Трампу. Кремль протянул руку ядерному союзнику, с которым воюет американский президент. Россия поддерживает усилия Ирана по защите его суверенных прав и законных интересов, а также по обеспечению безопасности страны в нынешних сложных международных условиях. Это цитаты из поздравительного послания Путина иранскому президенту Пезешкияну. Поводом для такого послания стала 47-я годовщина побед Исламской революции, сообщает пресс-служба Пезешкияна. Также в путинском послании сказано, что отношения между Тегераном и Москвой носят дружественный характер и основаны на добрососедстве. Президент России далее выразил уверенность, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном будет последовательно укрепляться, и пожелал президенту Ирана здоровья и успехов, а всему иранскому народу счастья и благополучия. Напомню, США готовятся к затяжной войне с Ираном. По данным Рейтер, Пентагон уже просчитывает сценарий многонедельной военной кампании, если Трамп отдаст приказ об ударе. Источники издания утверждают, на этот раз речь не о разовой атаке, а о широкой операции. Под удары могут попасть не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры Ирана. Сразу 5 стран НАТО официально обвинили Путина в использовании смертельного биологического оружия. Еще одна тема последних суток. Российский оппозиционер Навальный умер не своей смертью, а был отравлен редчайшим токсином. Об этом заявляют правительства Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. В опубликованном пресс-релизе говорится, что был проведен анализ биоматериалов. Политика, соратники покойного смогли вывести их из России, и экспертиза подтвердила наличие эпиботидина. Это летальный токсин, содержащийся у ядовитых лягушек Южной Америки. Лондон заявил, что такое оружие есть только у россиян. Я считаю, что эти доказательства продемонстрировали, с каким презрением российское правительство относится к собственным гражданам, его готовность использовать самые опасные и смертоносные токсины, а также его попытки заставить замолчать своих граждан и любую оппозицию самыми варварскими способами. И мы не должны забывать, что говорил Алексей Навальный, потому что он говорил, что мы должны делать то, чего российское правительство боится больше всего. Мы должны говорить правду, мы должны распространять правду. На заявление уже отреагировал МИД России. Там отрицают отравление Навального, говорят, что это все фейки для отвлечения внимания. Будут результаты анализов, будут формулы веществ, будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада. Дни офисных работников сочтены. Искусственный интеллект захватывает рабочие места. Уже через год-полтора ИИ полностью автоматизирует работу белых воротничков. Юристов, бухгалтеров, менеджеров, маркетологов, заявил в интервью Financial Times гендиректор Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман. По его словам, в ближайшие годы нейросеть будет координировать работу крупных организаций, принимать автономные решения и учиться самостоятельно. Сулейман предполагает, что искусственный интеллект достигнет человеческого уровня выполнения почти всех профессиональных задач. Некоторые эксперты и пионеры ИИ утверждают, что искусственный интеллект может развиться до такой степени, что заменит целые рабочие коллективы. Стюарт Рассел, ученый-компьютерщик и соавтор одного из авторитетнейших мировых трудов по ИИ, в интервью в прошлом году заявил, что политические лидеры рассматривают возможность 80% безработицы из-за ИИ, так как риску замены подвержены профессии от хирургов до генеральных директоров.
Друзья, боитесь ли вы искусственного интеллекта и той скорости, с которой он везде пробирается? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, скажу спасибо за вашу реальную поддержку лайком. Я живой, настоящий, не ИИ начиткой и не голограмма. И поэтому ваша поддержка мне крайне важна. Не забудьте подписаться. Вижу, что 70% из вас по-прежнему этого не сделали. А я продолжаю. И напоследок, пожалуй, о самой массовой и зрелищной рыбалке в мире. Накануне в нигерийском городе Аргунгу прошел финал международного рыболовного фестиваля. По команде тысячи рыбаков с сетями кинулись к реке, чтобы скорее поймать самую большую рыбу. Самые шустрые участники сразу несли свой улов на взвешивание. Победителем фестиваля стал местный житель. Его рыба весит 59 килограммов. За столь впечатляющий улов мужчина получил приз – автомобиль. По данным организаторов, фестиваль рыбалки в Аргунгу проводится с 1934 года и считается крупнейшим культурным событием страны. Этот рыболовный фестиваль просто замечательный, потому что сюда приезжает вся страна, чтобы увидеть, как все проходит. Мы искренне ценим это и благодарим всемогущего Аллаха за этот день, а также молимся Аллаху, чтобы Он наставлял нас и защищал, чтобы мы успешно завершили мероприятие без каких-либо проблем. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, прошу, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, сделайте репост и до встречи уже завтра.